привет с Рождеством или Фелис Навидад, если вы находитесь в Аргентине. Спасибо всем, кто комментирует мои видео, смотрит их. Это всегда очень приятно, и я всегда рада с вами поболтать. В этом ролике я хочу показать вам то, как Аргентина готовится вообще к праздникам, как преображается город. Поэтому давайте немножко прогуляемся, немножко вдохновимся и зарядимся вообще всей этой атмосферой. Надеюсь, что видео получится таким заряжающим. Давайте посмотрим и немножко прогуляемся. Вообще, конечно, непривычный контраст летней жары и различных праздничных украшений, которые везде встречаются в городе. Совершенно не верится, что где-то сейчас в этот момент идет снег. В Джамбо, например, можно встретить вот такую вот симпатичную елочку, различные подарочные наборы со сладостями и с шампанским. В Изи уже давно можно было купить что-то для создания атмосферы. Например, вот какие-то украшения есть для елок, либо что-то для создания какого-то уюта дома. Например, вот такая вот миленькая птичка, очень мне понравилась. И другие различные тоже аксессуары, которые прям вот в тему. Еще мы в магазине купили вот такой вот адвент-календарь от Бонбона. Я пробовала, по-моему, только один вкус как раз у этой конфеты и решила, как раз, в принципе, они были неплохими. Я люблю очень адвенты. Хотелось посмотреть, что из себя будет представлять этот. Плюс попробовать разные вкусы, мне кажется, тоже будет интересно. И, наверное, попробую какую-нибудь такую нарезку в плане видео, где буду как раз день за днем, как я открываю и пробую конфетки. Здесь у нас как раз 12 дней, поэтому я буду открывать 12 дней, создавать такое как бы праздничное настроение. Выглядит он как-то вот так. Мы его покупали в Джамбо. Я в других магазинах не видела, но, может быть, они тоже появились. Давайте попробуем открыть первое число, первое окошко. Муж, кстати, предполагал, что, возможно, здесь, когда трясешь, кажется, будто это просто коробка, и они все перемешаны. Но нет, здесь как раз получается окошко, написано «Камиза Дульзура». Нужно будет перевести, потому что я пока в испанском не сильна. И первая конфетка у нас. Вот такая вот. Вот так вот она выглядит. Кстати говоря, я пробовала уже этот вкус. Здесь как раз конфетка с белым шоколадом. Но она, в принципе, неплохая. Как раз единственная, которую я пробовала, получается, беленькая. Сейчас покажу, что внутри. Внутри у нее такая типа вафелька. И паста, которая напоминает наш батончик. Надеюсь, что они не будут повторяться. Хочется все-таки, чтобы были разные вкусы. Но я не знаю, сколько видов вообще этих конфет. Я знаю, что точно есть, по-моему, 3. Надеюсь, что они будут действительно все разные. Но будет прикольно. Я перевела, что это значит. Это переводится как «сладость начинается». Достаточно, кстати, очаровательно звучит. Настраивает на такой праздничный лад. При всем при этом в городе легко встретить можно вот такие вот елочки. Есть как маленькие, так и большие. Например, на ипподроме прям стоит вот такая вот шикарная атмосферная елка. А это милая кофейня в Альто Палермо с хорошим кофе и вот такой вот тоже елочкой. Витрины лавок и магазинов тоже преображаются, появляются совершенно различные украшения. У кого-то они забавные, у кого-то вот такие вот сладости можно встретить. А лично мне очень понравилась вот эта елка. Здесь такие звездочки, как будто какие-то такие прянички. У нас сегодня будет по плану второе окошко. Не представляю, что с конфетками меня там ждет. У вас есть какие-то предположения? Так, вспомнить бы, как я открывала первую, чтобы аккуратно тоже вышло. А вот и она. Бонбон под номером 4. Тут есть 4, кстати говоря. Походу, у них есть какая-то нумерация. Не знаю, какой вкус. И, кстати, самое важное. El postre del día. Десерт дня. Почти, мне кажется, я догадалась. Почти правильный перевод. Давайте пробовать. Поставлю вот так, чтобы тоже здесь на фоне виднелся лент. В этот раз у нас сверху молочный шоколад. Сейчас посмотрим, что внутри. Тоже вафелька. И этот консистенция внутри, это как раз получается батончик, мне кажется, наш напоминает. В принципе, достаточно вкусно, особенно если вы соскучились по батончикам. Конечно, здесь нет такого прям фееричного масштаба в плане украшений, но атмосфера все равно чувствуется. И что-то символичное встречается в достаточно забавных таких экземплярах. Еще для создания настроения мы купили вот такую вот елку и шарики. Сейчас буду их раз наряжать.
Хотелось что-то такое, на что не нужно тратить много денег, но что будет радовать взгляд. Вот, и эта елочка была такой прям вот находкой. Мне очень нравится, как она выглядит. У нее такая смешная форма. Она такая немножко чудаковатая. Вот, и эти шарики, мне кажется, отлично на нее как раз вписались. Вот. И теперь, проходя мимо нее, я каждый раз улыбаюсь. И немного подзаряжаюсь атмосферой. Ну что ж, вот такая вот елочка у меня получилась. Мне кажется, она достаточно смешная. Мне нравится, что у нее загнута вот эта вот верхушка, как будто она какая-то такая немножко не в себе. Вот, или, не знаю, там, как будто она после праздника. В общем, мне нравится вот ее какая-то такая несуразность немножко. Вот, мне кажется, что смотрится достаточно мило и создает такое немножко новогоднее праздничное настроение. А кто-нибудь из вас уже нарядил елку? Планирует вообще наряжать, или вы вообще не собираетесь никак украшать дом? Вот тоже будет интересно узнать. Обязательно пишите в комментариях. Вот, мы пока что не планируем еще какого-то декора, вот, только чисто такую вот маленькую елочку. Мы ее, кстати, купили, ну, буквально там, мне кажется, за какую-то ерунду. Вот, но мне кажется, что смотрится достаточно мило, учитывая, что в Аргентине декабрь-январь это лето, вот, и никакого снега не видать. Мне хотелось какого-то такого немножко все-таки праздничного настроения, хоть чуть-чуть прочувствовать. Вот, поэтому я очень рада, что у нас в этот раз есть хотя бы такая вот миленькая елочка. Но все равно каждый как-то старается украсить свою витрину, чтобы создать такую очень приятную атмосферу. Время попробовать новый вкус. Сегодня у нас окошко 3. Вот это вот. Я еще его не открывала, не знаю, что меня там ждет. Сейчас будем как раз открывать вместе. Давайте сделаем это. Интересно, будут ли повторяться конфеты, или все-таки здесь есть прям вот 12 дней совершенно разные. Вы знаете, там почему-то пусто. Написано то, чего ты так долго ждал. О, кстати, вот она походу. Да, видимо, вот здесь такая конструкция, что она немножко проваливается. Вот мне теперь досталась конфета, нужно просто было наклонить. Давайте пробовать. Это вот такая розовенькая. Розовенькая бонбон очередная. У нас здесь ждет темный шоколад, я так понимаю. Очень интересно. Вот если первая конфета и вторая были похожи, то здесь у нас темный шоколад снаружи, темный внутри, и вот эта вот вафелька как раз по кругу, но мне по вкусу напоминает конфеты, наверное, брауни, за счет вот этой как раз темной текстуры. Вот. Очень интересно выходит. Вот так она выглядит. Не знаю, видно, не видно. Вот, но очень интересно. Вот, особенно если вы любите темный шоколад, вот вам должно тоже зайти. Вот такая елочка стоит в холле Лос-Аркоса. Ну и еще немножко атмосферных праздничных витрин. Мы продолжаем открывать календарь. Сегодня нас ждет 4-е окошко. Дегустатор у нас будет вот этот человек, который сейчас ест какие-то сухофрукты. Вот ему срочно нужен шоколад. Он себя плохо чувствует, шоколад ему просто необходим. Поэтому 4-е окошко будет для него. Он вам расскажет как раз, что из себя будет представлять вкус. Давайте открывать. Кстати, походу я с ним разделю все-таки этот вкус. Хочу попробовать тоже. Такую штуку я, кстати, еще не видела. Какая-то прям шоколадка. Бон-бон. Бон-бон. Там все бон-бон. А, да? Да. Твоя задача описать вкус. Да, это как торт причуда, короче. Да? Ну, реально, просто Да, торт причуда и все. Ну, кстати, да. Но приятно. Нормально. Мне нравится, да. Здесь можно. Прикольная Лучше, штука. конечно, чтобы это было большим куском, а не вот этой маленькой хернюшкой. Ну, большим, да. Ну, потому что хочется еще открыть, типа, Кстати, этого мало. вкусненько. Вкусненько, мне нравится. Вот эту штуку нужно будет запомнить. А здесь Мне написано понравилось. «Тетьеро», кстати. Это ты хочешь. Да. Или тебя хочу. Ну, не знаю, куэро это хотеть, это точно. А ты это тебя. Наверное, тебя хочу тебя. По-моему, в этом в Дуолинго было типа «Такьеру», типа «Я тебя люблю». Ну, хочу тебя, так получается. Фу и Ера. Я тебя люблю, да.
Практически везде можно встретить надписи «Feliz Navidad» или «Merry Christmas», а в магазинах можно купить различные сладости к Рождеству. Что ж, время открытия очередное окошко. В этот раз у нас циферка 5. Посмотрим, какой вкус нас ждет. Желтенькая с красным, под номером 4. Слушайте, мне кажется, она уже была, разве нет? Ее не было? Мне кажется, была. Так как конфета точно такая же, которая уже была, давайте хотя бы надпись переведем. Нас здесь ждет СТС Felicidad. Вот, сейчас узнаем, что это значит. В общем, все оказалось достаточно просто. Просто это счастье. Вот, но не знаю, насколько это счастье съесть вторую такую же конфету в адвент-календаре. А после этого магазинчика мне хотелось пересмотреть Гринча. Расскажите в комментариях, как именно отмечаете Рождество вы. Может быть, у вас есть какие-то определенные традиции. Насколько я поняла, в Аргентине очень любят петь рождественские песни. Время открывать следующее окошко. Это окошко под номером 6. Сейчас будем его откупоривать и пробовать конфетку. У меня, конечно, не получается открывать их аккуратно. Вот я постоянно все рву. Ну, наверное, если как-то приноровиться, то может получиться. Хотя у меня он уже есть, мне кажется, разорванный. Сегодня меня ждет опять тот же вкус, который я уже пробовала. Вот такая вот конфетка. Очень жалко, что они повторяются. Хотелось бы, конечно, что-то такого разнообразия, прям совсем. И давайте посмотрим, что у нас сегодня ждет в плане надписи. Здесь написано «Tu recompensa del día». Я перевела надпись, это звучит как «твоя награда дня». Вот, так что можно себя наградить. Вот, я тоже думаю, что я заслужила. Кстати, елочку мы изначально присмотрели в Изи, но на тот момент, когда мы добрались до магазина, ее уже там не оказалось. Вот мы смотрели еще елочки в Джамбо, но они были слишком большие, и в итоге купили просто в небольшой такой лавке атмосферной. Что ж, новый день, значит, новая проба конфетки. Открываем новое окошко. Сегодня у нас окошко под номером 7. На самом деле, этот календарь уже так разорван, что мне даже немножко страшно открывать следующее окно. Так, давайте попробуем. Надеюсь, что в этот раз будет что-то новенькое, потому что у нас получается, что 2 конфетки уже повторялось. Хочется что-то еще попробовать. Вот неужели в бомбона больше ничего нет? Так она опять, как обычно, сдвинулась. Ну да. Эту мы уже тоже пробовали. Какая-то такая, конечно, небольшая подстава. Хотя, мне кажется, я вкусов больше видела в магазине. Там вроде как еще есть другая такая вытянутая конфетка. Вот, не знаю, может быть, она здесь еще все-таки попадется. Но вот сегодня у нас опять вот этот розовый вкус. Не розовый, такая вот розовая белая конфетка. И там у нас, помните, был вкус, который мне напоминал брауни. Вот. Ну что, давайте ее схомячим таки. И у нас очередная надпись «Con vos es más dulce». Переводится как «с тобой еще слаще». Вот. На самом деле, мне кажется, что в этом календаре даже прикольнее сами надписи, нежели чем конфеты. Вот именно надпись как-то создает настроение. Ну и для создания праздничного настроения мы решили заглянуть в Starbucks. У них очень часто под Новый год появляются какие-то такие напитки пряные, которые прям вот так и хочется выпить именно для создания настроения. Вот, поэтому мы решили попробовать, что у них здесь, уже в Аргентине, такого интересного, новенького и в тему. Взяли как раз попробовать вот это вот их клубничное предложение и карамельное, ну и маффин вдогонку. Мне все-таки по душе больше пришелся клубничный латте. Он был с небольшой такой кислинкой, а вот карамельный оказался слишком таким сладким. На мой взгляд, все-таки немного приторным. Но шапочка из взбитых сливок была вкусной и там, и там. Ну и даже в Кото можно встретить какой-то новогодний декор, можно найти и гирлянды, и елочки, и всякие такие атмосферные штучки. А я таки в одной из своих любимых кофеен решила попробовать морковный тортик. На мой взгляд, это классика, и я в поиске какого-то такого более знакомого для меня, наверное, десерта по вкусу. Хочется найти что-то такое привычное, но чтобы это порадовало. Вот. Но пока все это, к сожалению, безуспешно. Давайте открывать номер 8. Надеюсь, здесь нас ждет что-нибудь новенькое. Ну, кстати, вот эта конфетка мне нравится больше всего. Вот она напоминает причуду, так что, в принципе, я ей достаточно рада.
А вот пожелание, кстати говоря, прикольное. Здесь написано «Disfruta de las pequeñas cosas». Не знаю, правильно читаю или нет, но в переводе, насколько я понимаю, это «наслаждайтесь мелочами». Вот, мне кажется, прям вот прекрасно. Кстати говоря, в том же Кот я нашла еще конфетки Бонбон, раз другие виды, и не понимаю, почему они не добавлены в календарь. Давайте все-таки откроем этот адвент. У меня остается 4 окошка. Есть подозрение, что сейчас они будут просто-напросто дублироваться с теми рядами, которые уже были. Вот. Сегодня у нас число 9. И нас ждет желтенькая конфетка. В общем, никакого разнообразия. Давайте хотя бы переведем надпись. Ну, я думаю, что с этим я даже сама справлюсь в плане перевода. «Эль моменто фаворита дель дия». Лучший момент дня, я так понимаю. Ну, или просто момента дня. Как-то так. Еще немножко забавных сант в коллекцию. А еще нам тем временем от друзей пришла вот такая вот новогодняя атмосферная открытка. Удивительно то, как быстро она добралась. Этот адвент все еще нужно открыть. У нас сегодня окошко 10. Так что давайте все-таки доберемся до последнего окошка. Хотя я уже догадываюсь, что между 10-м вот ничего неожиданного. Ну что ж, 10-е окошко. И у нас снова конфетка с белым шоколадом. И новое у нас пожелание. В этот раз написано «Я фальта поко». Вот переводчик мне это переводит как «почти готово». Не знаю, что готово. Вот. Пойду еще проверю, может быть, есть какой-то другой вариант. Вот, но как-то так. Ну и, на мой взгляд, пожалуй, самая заряжающая и атмосферная локация, где можно подпитаться атмосферой праздника, это галерея Пасифику, потому что здесь стоит просто какая-то нереальнейшая елка. Вот, наверное, одна из самых красивых, что я вообще, в принципе, видела в своей жизни. Вот. Ее масштаб, конечно, просто впечатляет. Давайте открывать еще следующее окошко в календаре. Сегодня у нас 11-е. Так. Ну, как бы в плане конфеты я не жду никакой неожиданности. Вот, интересно, что там будет, в принципе, написано, да, в плане пожелания. Так, конфеты не удивляет. Конфетка у нас вот эта вот розовенькая идет. Tu dosis de dulzura. Посмотрим, что это значит. Ну что ж, переводится это как «твоя порция сладости». Ну и в галерее Пасифику, даже помимо вот всей этой красоты, помимо этой невероятной елки, можно встретить еще кучу различного тоже декора в тему, вот, зарядиться, купить какие-то сувениры, подарки, потому что есть очень тоже такие классные магазинчики с новогодним декором, где есть и елки, и какие-то такие вещи для уюта, для украшения дома, подарков, для сервировки. Вот большой выбор различных елочных игрушек. Вот я подзалипла, потому что это все так красиво сделано, вот просто как-то невероятно. Есть и какие-то милые вещички, типа как вот этот олень, допустим, и невероятнейшие какие-то венки, очень красиво смотрятся. Я тоже прям вот залипла на такую красоту. Невероятно хотелось все потрогать и купить. Чего только стоят вот эти салфетки. Очень оригинальная идея, мне кажется. Вот. И много других тоже очень миленьких. А еще мне нравятся вот эти вот с Сантой. В общем, если вы в поиске чего-то в плане украшательств дома, вот, то советую сюда заглянуть, потому что здесь точно можно что-то найти. Давайте откроем последнее окошко, 12-е, узнаем, что же нас там ждет. Ну, в плане конфеты здесь, скорее всего, будет моя любимая такая шоколадка причуда. Но вот пожелание, да, кстати говоря, вот она. Вот эта вот конфетка. Фелис Навидад, кстати говоря. Здесь даже перевода не требуется. Вот, с Рождеством. Что же, всех с Рождеством. И с наступающим Новым годом. А то я немножко затянула с монтажом видео. Увидимся. Всем пока-пока.